Август месяц. Самый пик сезона. Андалусия. Курортный городок Вера в провинции Альмерия. В туристический комплекс Пуэбло-Лагуна въезжает абсолютно обычная, непримечательная семья из Мадрида. Оплатили ровно 1 неделю проживания. На ресепсии улыбались, вежливо забрали ключи и попросили об одной маленькой скромной вещи. Пожалуйста, не нужно убирать наш апартамент. Мы аккуратные люди, мы будем убираться сами. Управляющий комплексом Эсперанса Нету с облегчением соглашается. Меньше работы горничным в августовскую жару. А через 2 дня персонал замечает странную деталь. Все окна апартамента изнутри начинают наглухо заклеивать старыми газетами. А поскольку от уборки гости официально отказались, зайти внутрь и проверить, что там происходит, персонал не имеет права. Права человека, приватность. Проходит неделя, наступает день выезда. Внизу на ресепсион стоит очередь из новых туристов с чемоданами, которые заплатили бешеные деньги за пик сезона. Управляющий поднимается к апартаменту, стучит в дверь. Дверь открывается на цепочку, и столичные гости совершенно спокойным голосом заявляют: мы никуда не уедем, апартамент не соответствует тому, что мы бронировали, мы чувствуем себя обманутыми, мы остаемся здесь. Когда управляющий звонит своему адвокату, тот глубоко вздыхает и говорит фразу, от которой у любого владельца недвижимости в Испании темнеет в глазах. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Вызывайте полицию, но готовьтесь к годам судебных разбирательств. Всем привет, я Алекс Макси, вы смотрите канал «Кому что в Испании». Сегодня мы поговорим о явлении, о котором вам никогда не расскажут риэлторы, продающие уютные квартиры у моря. Мы поговорим о том, как однажды обычный летний отпуск в Испании превратился в идеальную юридическую лазейку для захвата чужой собственности. Казалось бы, какая связь между классическими окупасами, которые ломают замки в пустующих домах банков, и респектабельной семьи из Мадрида? Самая прямая. Это называется оккупасьон де верано, летний захват, или, как его еще называют юристы испанские, шантаж ключом. Схема, которую описала Эсперанса Нету, отточена до совершенства. Смотрите, как работает эта механика. Шаг первый. Вы бронируете апартамент на недельный срок в самый дорогой месяц года, в август. Шаг второй. Вы добровольно отказываетесь от уборки. Зачем? Чтобы законно закрыть доступ персоналу. Газеты на окнах – это не защита от солнца, это защита от фотофиксации. Шаг третий. Когда срок аренды истекает, вы не просто отказываетесь выезжать, вы формулируете юридическую претензию. Кран тек, кондиционер шумел, апартамент не тот. Зачем нужна претензия? А вот здесь начинается самое интересное. Если вы просто взломали двери, это грабеж или самоуправство, айяменто де морада. За это полиция может выселить быстро. Но если вы вошли по договору, заплатили за первую неделю, а потом заявили о гражданско-правовом споре с администрацией, все, уголовное право умывает руки. Вы переходите в плоскость гражданского судопроизводства «хуисо цивиль». Антон Павлович Чехов в записных книжках однажды заметил: если человек не пьющий и не играющий, то невольно задумываешься, а не сволочь ли он? В испанском туристическом бизнесе сегодня задумываются по-другому. Если клиент на ресепсион слишком вежлив и отказывается от бесплатной уборки, не имеет ли он повод заклеить ваши окна газетами? В 2021 году, когда эта история с газетами на окнах впервые попала на страницы прессы, ательеры качали головами и думали, что перед ними разовый, пусть и вопиющий, но анекдот. Но мы живем в эпоху социальных сетей. И за прошедшие годы кустарный трюк мадридской семьи превратился в отлаженную технологию. В телеграм-каналах и на профильных форумах образовался самый настоящий даркнет для недобросовестных арендаторов. Появились псевдоюристы и так называемые консультанты, которые продают пошагово методички для подзаголовками в духе «Как провести лето на Коста-дель-Соль», например, по цене одного ужина. Схема 2021 года эволюционировала. Если раньше заклеивали окна газетами, то сегодня новые летние окупасы действуют тонко и юридически подкованно. Бронь через третьих лиц. Заселяется респектабельная пара с идеальным аккаунтом и рейтингом, а через 2 дня ключи передаются совершенно другим людям. Провокация поломки. На третий день проживания в службу поддержки платформы или собственнику отправляется видео с неработающим кондиционером или засором, который они же сами и устроили. Запрет на доступ.
Они отказываются впускать мастера или собственника по причине плохого самочувствия или защиты приватности. Цель все та же – перевести банальный выезд из квартиры из категории окончания аренды в категорию сложного гражданского правового спора. Почему, если раньше с оккупусами еще как-то пытались бороться, то сегодня собственники буквально берутся за голову? Давайте разберем факты, о котором испанские чиновники предпочитают говорить полушепотом. Испания – страна с уникальным законодательным парадоксом. С одной стороны, Конституция гарантирует право на частную собственность. Это статья 33. С другой стороны, та же Конституция говорит о праве на достойное жилье. Статья 47. А принятые за последние годы поправки и новый закон о жилье, Лей де Вивенда, сместили этот баланс окончательно. Закон изначально создавался для защиты действительно уязвимых семей от выселения на улицу зимой, например. Но юридически подкованные мошенники увидели в этом золотую жилу. Судебные процессы по выселению в регионах с высокой нагрузкой на суды растянулись на длительные сроки. Представьте себе математику летнего мошенника. Вы заезжаете в апартаменты у моря в разгар сезона. Заплатили за 7 дней. На 8-й день говорите: я не выйду, мне некуда идти, у меня юридические претензии к качеству жилья. Вы не имеете права отключать мне свет и воду. Это статья самоуправства, coacciones. И под суд попадает сам собственник. Вы не имеете права выбить дверь или зайти силой, это уголовное преступление. Собственник подает в суд. Но судебный иск наберет ход только через долгие месяцы. А к моменту, когда судья подпишет решение, мошенник давно собрал чемоданы, вернулся домой и забыл про этот апартамент. А собственник остался с потерянным сезоном, долгами за коммуналку и сорванными обязательствами перед другими туристами. Федор Михайлович Достоевский в «Бесах» писал: «У нас создалась высшая форма цинизма. Цинизм сентиментальный. Законодатель так сильно переживал о защите прав уязвимых слоев населения, что создал идеальную среду для сентиментальных циников». А теперь давайте взглянем на эту историю под углом, который касается многих наших соотечественников. Сколько людей приезжает в Испанию с мечтой: я куплю апартамент у моря, буду сдавать его туристам по неделям и получать пассивный доход. Знакомо, да? Рекламные буклеты риэлторов обещают вам 8-10% годовой доходности. Они рисуют вам пальмы, сангрию, счастливых клиентов, но они забывают вам показать мадридскую семью с рулоном газет и клеем в чемодане. Лев Николаевич Толстой писал в Анне Карениной: «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В испанском арендном бизнесе то же самое. Все счастливые инвесторы похожи на персонажей из рекламы. Но каждый несчастливый инвестор сидит под дверью собственного апартамента и смотрит на газеты, заменяющие ему вид на море. Как сегодня защищается испанский рынок? Смарт-замки нового поколения. Никаких физических ключей. Доступ дается строго по цифровому коду, который сгорает ровно в 11:00, например, в день выезда по договору. Датчики присутствия и шума. В апартаменты ставят датчики, которые фиксируют количество подключенных Wi-Fi устройств и уровень шума. Если в двухместный апартамент набилась толпа, собственник получает сигнал задолго до того, как окна оклеят газетами. Страхование, seguro de impago и ocupación. Финансовый щит, который компенсирует убытки и оплачивает работу юристов. История Эсперанцы Нетто из туристического комплекса Пуэбло-Лагуна закончилась так, как она и должна была закончиться в испанских реалиях. Семья прожила в апартаменте весь август. Они выехали сами аккуратно в первых числах сентября, когда спала жара и закончился их официальный отпуск. Они просто оставили ключи на ресепсион, сели в свой автомобиль и уехали в Мадрид. Без штрафов, без компенсаций и без тени смущения. А Эсперанца осталась с убытками, сорванными бронированиями и кучей газет на полу. Эта история не просто анекдот из жизни андалузского побережья. Это наглядный урок того, как устроена современная Испания. Здесь прекрасный климат, невероятная кухня, замечательные люди. Но здесь категорически нельзя путать туризм с юриспруденцией. Если вы планируете покупать недвижимость в Испании для сдачи в аренду, помните, ваш главный риск – это не ремонт и не плохая погода. Ваш главный риск – это законы.
которые иногда кажутся написанными не юристами, а теми самыми людьми, которые заклеивают окна газетами. Напишите в комментариях, слышали ли вы о подобных случаях и как, по-вашему, государство должно балансировать между защитой прав арендаторов и элементарным здравым смыслом. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал «Кому что в Испании». Мы показываем эту страну такой, какая она есть, без глянцевых фильтров и без розовых очков. С вами был Алекс Макси. Un beso, un abrazo y hasta pronto, amigos.